Все, трансляция начата. Сейчас я посмотрю, когда она запустится на Ютубе. Мгм. Послушаем, что нам скажут ребята. Раз. Раз. Смотрю, О, отлично. Стрим на Ютубе запустился. Ребята, я всех теперь официально приветствую. Всем приветы. Ксюша особенно. Посижу немного с вами сегодня, заряжусь. Круто. Скажите, как по звуку? Как, не громко ли музыка? Хорошо ли меня слышно? Ксюша, может, тестовое сказать? Хорошо ли слышно меня? Да. Да. Всем привет, отлично слышно. Спасибо, Лёша. Так, тогда я сейчас расскажу, зачем мы здесь собрались. Давайте я переключусь, чтобы вы нас видели, чтобы вам не было скучно смотреть просто на заставку. Собрались мы здесь вот по какому поводу. Рассказать чуть-чуть буквально в самом начале про платформу, что такое менторинг, кто такие менторы, кто такие менти. Вот. И, конечно же, основное, зачем собрались, это представить Ксюшу. Вот, потому что Ксюша второй ментор на площадке. Вот. И не последний. Так. И... класс. Значит, платформа представляет из себя место, где есть возможность собраться людям, которые хотят делиться своими знаниями, людям, которые находятся в индустрии, которые практикуют каждый день свой рабочий практически, делиться этой экспертизой с людьми, которым эта экспертиза нужна. Вот, это если коротко, чтобы было понятно, без лишних слов. Кроме меня теперь на площадке будут представлены вот в данный момент Ксюша. Она занимается и материалами, и пропсами, и инвирой. Она подробнее потом чуть дальше про это расскажет. Вот. Но в дальнейшем я уже сейчас говорю с разными художниками разного уровня, разных направлений, о том, чтобы они тоже подключались к этой движухе. Если у вас будут какие-то пожелания в любом ключе, я не знаю, что-то по площадке вы заметите, или вы захотите какие-то дополнительную экспертизу какую-то услышать, обязательно пишите. Сейчас на первых этапах, когда это только-только все запускается, фидбэк очень важен, потому что мы будем стараться делать площадку максимально удобной, комфортной под запросы, скажем так. Вот. Если чуть шире рассказать про менторов и менти, потому что на самом деле в СНГ в особенности не очень хорошо представляют, что это такое. То есть ментор, если еще более-менее понятно звучит, это человек, который может делиться своими знаниями, то менти в этом случае это как синоним ученика. Он приходит за получением знаний, грубо говоря. Вот. Мне не очень хочется оставаться в понятиях как-то старых или адаптировать их под русский язык. Просто есть типа ментор, который уже прижилось вроде как в языке, и менти, к менти надо тоже привыкнуть, грубо говоря. Вот. Такая непростая задача, но мы будем с ней... будем его продвигать. Если коротко, как проходит запись на платформе, под этим видео есть ссылка на сайт. Я также в анонсах писал и у Ксюши в канале, и у себя в каналах. Везде давал ссылку на Mentor Campus. Вы можете зайти, посмотреть, ознакомиться с сайтом. Он максимально сделан простым для понимания, чтобы как можно быстрее можно было добраться до цели. Вот, соответственно, вы находите интересующего вас ментора,
Вы смотрите его экспертизу, если она вам подходит, дальше вы можете лично пообщаться с ментором, рассказать ему о своей проблеме, он вас выслушает, расскажет, с чем он может помочь, с чем, возможно, он не может помочь, потому что не все специалисты знают про все, это абсолютно нормально, учитывая то, что у нас в индустрии геймдева постоянно что-то новое появляется, постоянно это надо учить, мы тоже постоянно учимся, узнаем что-то новое, вот. И дальше, если вы друг другу подходите, вы договариваетесь на определенное время и оплачиваете занятия и занимаетесь. Вот. Схема максимально... Я старался сделать ее максимально простой. Вот. Это не то, чтобы какой-то сейчас первый запуск. Я какое-то время, около года, наверное, обкатывал эту систему, плюсы-минусы всякие находил, старался улучшить, но понятно, что этот процесс дальше будет развиваться. Вот, в том числе при помощи вас. Вот. Так, ну, в целом, это, если так можно сказать, официальная часть закончена. Вы можете писать свои вопросы. Если какие-то вопросы будут общие или те, которые, на которые уже отвечены на сайте, мы их попробуем в конце ответить на эти вопросы, вот, но в течение стрима мы тоже будем отвечать на любые ваши вопросы, скажем так. Вот, в принципе, поехали. Вот, я надеюсь, всем видно. Сейчас я открою параллельный чатик, чтобы было видно. Писали, что меня не очень хорошо слышно. Может быть, микрофон у меня, как обычно, на стримах. Сейчас. Может быть, меня погромче сделать чуть-чуть. Сейчас давайте попробуем. Ксюша, я на самом деле в своих наушниках слышу отлично. Значит, с микрофоном все окей. Так. У меня есть предположение. У меня есть предположение одно. Сейчас, ребят, одну секунду. Так, Ксюша, скажи что-нибудь сейчас, пожалуйста. Говорю что-нибудь. Ага. Хочу Да. со всеми поздороваться, всем передать привет. Так, сейчас должно быть прям лучше. Я чуть-чуть прибавил звук из компьютера, потому что Ксюша вещает через мой компьютер. Поэтому сейчас должно быть идеально. По-моему, Ксюша зависла немножко. Так, Ксюша раза в 2 тише. Сейчас, ребят, ждем Ксюшу. Так, привет. Вот, да, тебя слышно. Это хорошо. Сори, я не знаю, что это было, просто вброс. Дайте мне 3 секунды, я проверю интернет-соединение. Давай. За это я люблю прямые трансляции. Все на месте. Да, это Ростелеком шалит, и я не могу это контролировать, извините. Это отличный момент, чтобы начать, наверное. Да, кстати, у тебя пропал... вот все, загружается твой стрим. Да, в принципе, расскажи, Ксюш, пожалуйста, про себя, чем ты занималась, чем ты занимаешься сейчас. Ребят... Итак, ребят, всем привет. Вот, меня зовут Ксюша Бирюкова. Я в данный момент Material and Texture Artist, пафосно по-английски. По-русски говоря, художник по текстурам. Вот. Я делаю все, что связано с текстурами. Мой основной профиль — это environment art, то есть я делаю текстуры для окружения, будь то, не знаю, ландскейпы, природа какая-то, будь то архитектура, города, дороги, интерьеры, здания, объекты, все что угодно, все, что нас окружает. Вот, я занимаюсь текстурами для этого. Сейчас на слайде. На слайде вы видите мои работы. Как вы видите, на работах не только тайловые материалы, то есть не только текстурки, но еще и объекты, еще и окружение. Вот. Если говорить про мой опыт, то кроме персонального, постоянного самообучения и саморазвития, я также участвовала в разных проектах. Вот. Несколько игр
в которых я поучаствовала. Это Atomic Heart, который вышел недавно, и игра Gripper, стилизованная такая, она у нас тут слева. Я не знаю, видите ли вы мой курсор, но если видите, то вот слева представлены скриншоты из этой игры. Она более стилизованная, более контрастная. Вот. А в других случаях я работаю с реализмом, поэтому справа работки более такие привычные, реалистичные для нас. Вот. И если говорить про мой стиль в целом, то я склоняюсь к живописному реализму. То есть все, что можно взять от стилизации, я беру и делаю реализм сочнее, интереснее и круче. Вот. То есть опыт у меня в индустрии достаточно приличный. Я начинала с работы обычным environment артистом, делала лоу-польки, модельки, все как полагается. Вот. Потом я стала левел-артистом, занималась окружениями, строила дома, города, прокладывала дороги. И поняла, что мне интереснее всего в этом процессе раскладывать текстурки и блендить, например, по Vertex Paint архитектуру, поэтому я стала двигаться в сторону материала арта, и теперь это моя основная специальность. Вот, это что касается меня как человека. Вот. Дальше, наверное, я перейду к тому, кто я как ментор, вот, и расскажу немного про то, как я вообще подхожу к обучению и к созданию комьюнити. У меня здесь есть следующий слайд. Вот, посмотрите. На нем я хочу презентовать вам тот факт, что я не только художник и ментор, я еще и стример. Вот, и стримы помогают мне очень хорошо познакомиться с людьми, узнать их боли, вот, а также попрактиковаться в объяснении вещей, в ответах на вопросы и в подаче. Вот, поэтому я активно вкладываюсь сейчас в стримы и рассказываю ребятам интересные штуки. У нас есть уже небольшое комьюнити в Телеграме, оно называется Fractured Noise. Вот, в комьюнити мы обсуждаем, тут у нас целая пачка топиков, мы обсуждаем какие-то новинки, связанные с текстурами, обсуждаем работу, то есть люди закидывают на фидбэк работу, я или кто-то из нашего комьюнити приходит с помощью, комментариями, с ответами. Вот, и, конечно, у нас есть кошечки. Это обязательные условия нашего комьюнити, вот. Но мы можем вас принять и без них, если у вас их нет. Вот. Короче, стримлю, рассказываю, очень интересуюсь тем, как люди по-разному думают, как они решают по-разному задачи, и очень люблю обмениваться опытом. Вот. Собственно, из всего, что я только что рассказала, я хочу подвести, почему я вообще хочу преподавать, почему мне это нравится, почему я хочу быть ментором и давать людям знания. Если сложить те два слайда, которые мы сейчас видели, то получится, что у меня есть уже накопленная экспертиза в геймдеве, а также у меня есть огромное стремление к тому, чтобы делиться знаниями и создавать комьюнити. И мне кажется, что быть ментором — это вот сплав этих двух сущностей. Я могу таким образом создать комьюнити людей, которое будет развиваться, двигаться вместе с другими, а я буду им в этом помогать. Вот. Мне очень нравится делиться знаниями, смотреть, как люди их применяют, отвечать на вопросы и все такое. Вот. Кроме всего прочего, я сама на протяжении всей своей карьеры не перестаю развиваться, постоянно изучаю новые штуки, поэтому, как никто, знаю, каково быть учеником, каково это, когда мотивация падает, каково это, когда сложный материал, который никто не может объяснить. И в своих исканиях я всегда искала человека, который может мне с моими болями справиться и поможет мне двинуться дальше по карьере, там, не знаю, пробить потолок, до которого я дошла, или объяснить какую-то сложную технику. И вот я хочу стать таким человеком, который вам поможет в этом. Кстати, бережно, нежно и с вниманием. Да. Да, Ксюш, я тут, пока ты говорила, вспомнил один важный фактор — это то, что обычно, когда ты говоришь, ну, не в смысле не ты, вообще, когда кто-то говорит о том, что он там учитель и преподаватель, да, делается упор типа на какие-то, на умение что-то произвести, там, не знаю, хардскиллы какие-то, да, или что-то там, я не знаю, я знаю там софт, допустим, я знаю там, как что-то нарисовать круто, там, или там замоделить круто знаю, вот, но примерно такой же по важности блок в человеке — это софт-скиллы, да, это умение общаться, и то, что ты ведешь, например, то, что у тебя, ты хочешь сделать комьюнити, да, то, что у тебя
постоянно происходит общение с этим комьюнити, да, то, что люди остаются в нем, и им нравится, допустим, как ты подаешь информацию, да, там, как ты говоришь, как ты пишешь. Это тоже очень важный фактор, потому что при обучении нужно найти к человеку, с которым ты общаешься, не обязательно только при обучении, даже в коллективе, когда ты просто работаешь, это очень важный навык, без которого, ну, передать знания может быть очень сложным. То есть есть люди, которые, не знаю, не любят общаться, например, с другими людьми. Вот. В геймдеве, в сфере IT это, в принципе, довольно частая история. Вот. Я просто хотел про этот пункт сказать, он у меня внезапно, спонтанно в голове возник. Вот, можем, в принципе, дальше продолжить. Да, я поддержу и добавлю еще, потому что мне очень нравится то, что ты сказал, я поддерживаю. Я хотела бы сказать, что в формате менторства меня радует, что я могу передать не только знания вот технические, например, возьми ноду, поставь ее сюда, сделай то. Это само собой разумеющееся, я бы сказала, это по базовый уровень. Круче всего рассказать про то, как на самом деле работает индустрия, как взаимодействовать с людьми, как строить себе планы, как заниматься самоорганизацией. То есть я себя вижу как ментором, человек, который поможет не только, грубо говоря, довести текстуру от начала до конца, например, но еще и как выстроить этот процесс грамотно и нежно для себя, как это строить в свою жизнь, как просить фидбэк, как общаться. В общем, все, что касается не только арта, но и того, каково быть художником, я хочу эту историю нести в массы. Вот. Там Гена пишет, как быть, если не любишь общаться с другими людьми, это крест на карьере. Ну, как бы шутки... Мне кажется, Да-да. нет. Но ты другого мнения? Ну, как бы шутки шутками, но тут к не любви общаться с другими людьми обычно прикладывается еще ворох всяких шлейф, грубо говоря, всяких особенностей, которые могут, например, отразиться на восприятии фидбэка, например. Вот, это может как раз стать проблемой. Вот, тут надо смотреть, либо ты просто не особо любишь, там, не знаю, просто знания, допустим, передавать не особо тебе хочется, да, вот ты как бы художник, ты там крутой художник, ты сам в себе. Вот, там с коллективом пообщался, скинул там какие-то обновления, там, допустим, там в Жиру или там еще куда-нибудь. Вот, и все, и ты как бы круто работаешь, и все, и не трогаете меня. Такое тоже может быть, вот, но есть, как бы, бывают перекосы таких состояний в какие-то деструктивное русло, скажем так. Вот, это уже не очень прикольно. Ну вот как раз можно потестить с ментором общение с художником, который дает фидбэк, например. Потому что я думаю, что классно в отношениях ментора-менти создавать безопасные условия, в которых никто никого априори не хочет обидеть, задеть и не желает зла, и можно как раз-таки такие вещи тоже проработать в процессе. Да. Люблю, короче, комплексное взаимодействие. Вот. Это классно. Ментор это ваш чувак, надо так воспринимать. Да. Мадюд. Вот. Так, ну, я представилась, я думаю, все поняли, что я, кто я. Вот, если есть вопросики, задавайте в чат. А я, наверное, к самому интересному уже подвожу. Что вообще такое? Что я вам предлагаю, да? Что такое ментор по материал арту? Зачем вам это нужно вообще? И как проходит процесс? Вот. Если говорить про роль ментора в процессе обучения, то мы в целом уже с Женей тут немножко рассказали про то, как это работает. Но я это вижу так, что ментор — это человек, который поможет преодолеть барьер. По крайней мере, я хочу быть ментором, который поможет преодолеть барьер. Это может быть барьер, не знаю, непонимания, хорошо сделана работа или нет. Я могу дать фидбэк, мы можем это обсудить, поможем определить цели, да, поможем определить там планку качества, к которой нужно стремиться. Я могу быть человеком, который более опытный в индустрии и подскажет, как оно работает вообще, да, то есть если вы, например, никогда не делали больше одного материала или не делали материал в движок, я могу поделиться своим опытом о том, как это работает в настоящих играх, в больших процессах, как это работает в контексте вообще студии. Вот. И я думаю, немаловажная часть — это я могу побыть вашим лидом, человеком, который отвечает за ваше расписание, мотивацию и результат с той точки зрения, как это делал бы ваш лид на работе. Мне кажется, еще очень важно
уметь как бы и делегировать эту историю, уметь и самому научиться ее делать. Поэтому в зависимости от вашего запроса мы можем как выстроить такую четкую структуру а-ля студия из разряда вы исполняете задачку, как в студии, либо можем прокачать самостоятельность и самоорганизацию, тогда я буду чисто рядышком ходить, смотреть, что все окей получается. В общем, важная мысль отсюда, я хочу донести мысль такую, что роль ментора преодолеть, ну, как бы цель ментора помочь вам преодолеть барьер и не дать вам упасть в крайности какие-нибудь. Вот. А все остальное зависит от вас. То есть это очень гибкая история. Все люди разные, кому-то нужен прям глаз да глаз, и ему это комфортно, кому-то нужно, чтобы ему дали задачу хорошо объясненную, его не трогали. Это все в контексте диалога первого выясняется, обсуждается, и даже в процессе работы дорабатывается. Мы все люди, раскрываемся по-разному, это тоже окей. Я тут, Вот. я тут прям плюсую, потому что довольно частая тема, когда люди приходят, они вроде как и замотивированные, и стимул есть заниматься, но в какой-то момент, если, ну, ничего как бы не делать, вот, то люди потихонечку по разным причинам находят отговорки, там, я не знаю, что там, ну, любые, понятно, что бывают и реальные сложности, бывает, что действительно просто не хочется. Это абсолютно нормально в каждом проекте, я всегда на стримах про это говорю, что есть вот эта кривая, когда ты в долину вот в эту отчаяние впадаешь посреди проекта, это всегда бывает. Вот, и я обычно говорю, как оттуда вылезти. Вот, потому что всегда потом есть пик, когда у вас эндорфины, когда вы смотрите на свою работу, и у вас все круто, вам все нравится, и есть желание закончить ее. Вот, поэтому вот этот пинок волшебный, он очень важен. Все, я молчу. Да, поддерживаю. Вот. И я бы хотела еще сейчас акцентировать внимание на том, что менторство и, в принципе, ментор, он дает вам возможность учиться и работать над собой так, как не дает, например, записанный курс или потоковое обучение. То есть в чем фишка именно менторства one-to-one, то есть один на один, в том, что это полностью персонализированный опыт. Это максимум того, что хотите получить вы, и минимум того, что вам навязывает условная площадка. Вот, поэтому это очень круто и в случае, когда вы прекрасно понимаете, что вам нужно, и в случае, когда вы абсолютно не понимаете, что вам нужно, но есть какая-то мечта-цель, к которой вы хотите идти. Вот, ментор — это человек, который поможет разобраться и в себе, и в своих работах. В общем, конечно, сейчас я так говорю, как будто ментор — это всемогущая сущность, но я имею в виду, что я, как ментор, вижу своей целью максимально попробовать помочь разобраться с этим. Вот. Плюс, лично для меня это прям плюс 100, это гибкость расписания, что не нужно условно приходить по расписанию там в 7 вечера в университет учиться. Все это гибко настраивается, особенно в контексте того, как 3D-художники любят работать в студии, еще на фрилансе, еще консультации давать и так далее. Очень удобная штука, что это все гибко можно устроить. Вот, и давайте обсудим еще вообще, как проходит процесс обучения, как я себе его вижу, вот, и почему он работает. Вот, у меня есть такая маленькая схемка, состоящая, по сути, из 4 этапов. Вот, на первом этапе, который называется запрос, вот он здесь, такой красивый, вы приходите ко мне и говорите, либо вы восклицаете что-нибудь из разряда «я хочу быть материал-артистом, что мне с этим делать?», либо это какой-то конкретный запрос, вот сцена, я хочу для нее сделать 3 конкретные текстуры, мне нужно, чтобы они были в одном стиле. Помогите мне как бы дать арт-вижн того, как это все реализовать. Да? Запрос может быть совершенно любым. Самое важное, что мы с ним сделаем, это мы приведем его к цели и к плану. Вот. Любой запрос, любая мечта, любые надежды можно трансформировать в цель и план реализации. Вот. Мне это очень нравится, потому что в профессии это 100% возможно. Вот. Таким образом, получая цель и конкретные пункты достижения этой цели, это уже огромный буст, вот как Женя сказал, эндорфинов и мотивации, чтобы что-то делать. Вот. И эту определенность хочется подарить в самом начале, чтобы все было понятно, к чему мы идем, что мы хотим получить и каким образом мы это сделаем. Следующий процесс
он итеративный, и я тут нарисовала бесконечность, потому что он может длиться вечно. Останавливается он только тогда, когда либо дедлайн пришел, либо адски надоело. Вот я это так вижу. Мне кажется, артовая работа никогда не останавливается, если ее не остановить. Вот. Этот процесс состоит из прогресса и фидбэка. Следуя плану, менти делает какую-то работу, делает этап работы и отсылает ее мне. Я смотрю на эту работу, чекаю, насколько это все соответствует плану, и выдаю фидбэк. Фидбэк может быть 3 видов. Ну, я себе так разделила в уме. Фидбэк может быть артовый, то есть как оно вообще выглядит, работает ли композиция, какие цвета, хорошо, нехорошо работает в сцене и так далее. Фидбэк может быть технический. Он не обязателен, по-моему, в случае, если вы стараетесь стать именно texture-артистом, то есть понять вообще суть материалов. Техничка — это второй аспект, он абсолютно точно важен в студии, в работе с другими людьми, но для того, чтобы осознать сущность вещей, это не обязательно. Вот это второй этап. Но я считаю, что техничка — это тоже важно, потому что это ваше подспорье в том, чтобы работа не ломалась, чтобы она хорошо строилась, бесшовно фиксилась, фидбэчилась, и чтобы не возникало проблем именно в процессе работы с людьми. Вот. И третий аспект — это фидбэк по общему процессу. То есть очень важно, я считаю, фидбэчить не только конкретный этап, который произошел, но и смотреть в контексте всей задачи, насколько происходящее соответствует цели. То есть, например, цель у нас была создать 3 материала для сцены, а мы занимаемся какой-то микродеталюхой на одной из первых текстур. В такой момент стоит оглядеться по сторонам, посмотреть, что мы планировали, и вернуться все-таки к вещам, которые сейчас больше имеют значение. Вот, этот фидбэк, он такой а-ля лидовской, да, то есть я держу вашу цель в голове и ваш запрос и не даю вам соскользнуть в прокрастинацию в виде мелочей или в какое-то откладывание, да, концентрируясь на том, что вы умеете, и не делая того, что вам нужно еще научиться делать. Вот. И в результате этого процесса фидбэкового цикла мы приходим к результату. Напомню, что результат был определен изначально, очень четко, в самом начале нашего пути. Поэтому мы знаем, к чему идем, поэтому мы знаем, где остановиться, поэтому результат будет железным. Вот так я вижу процесс обучения. Тут, конечно, вот к этому среднему процессу, если приглядеться, там еще много маленьких ухаб и маленьких пунктиков, но это все делается под моим надзором, так сказать. Вот. Поэтому вам волноваться не о чем. Ну и моральная поддержка гарантит, да, это если вы прям все устали и не могу, и котик, и лапки, вот с этим я буду с вами рядом лежать и тоже грустить. Но потом мы встанем и все сделаем. Вот. Очень мотивирующе звучит. Так, если про процессы все понятно, если в чатиках нет вопросов, то я перешла бы к следующей крупной теме. Вопросов пока нету. Ребят, если появляется что-то, пишите, я буду зачитывать. Вот, а так можем двигаться дальше пока. Да, смотрите, тут вот в заголовочке позиционируется Material Art. Я хочу чуть подробнее рассказать, что это вообще такое, потому что термин может быть незнакомый, я сама его узнала пару лет назад только. Material Art — это все, что касается текстур и материальности вещей. То есть то, как объект выглядит, и то, как он себя ведет в пространстве. Вот. Поэтому на самом деле Material Art — это не только шарики красивые на ArtStation, хотя тут у меня на картинке будет красивый шарик. Вот, это не только такие шарики. На самом деле, я бы сказала, что шарики на ArtStation — это верхушка огромного айсберга, который называется Material Art. Вот, потому что на самом деле вся движуха происходит в движке, происходит в игровом движке, где люди собирают игры, где люди создают экспириенс, невероятный опыт для людей, которые играют в их игры. И Material Art — это более комплексная штука, чем просто сделать текстуру и закинуть ее на шарик. Хочу отметить, что нет... Шарик — это способ собрать классы на ArtStation быстро. Да, я хочу сказать, что в шариках нет ничего плохого, потому что понятное дело, что портфолио — это инструмент продвижения, это инструмент
получения работы, и люди, которые ищут вас, они будут смотреть и на подачу, и на качество, и на форму. То есть это прям отдельная история, которой можно посвятить внимание. Поэтому в отдельную тему, которая возможна на нашем менторстве, я вынесла такую штуку, как разработка материалов в портфолио. То есть, само собой, мы делаем текстуры так, как мы делали бы их и в продакшн, то есть это полезный опыт с точки зрения продакшена игрового. Однако, когда мы делаем работу в портфолио, огромное значение имеет композиция внутри вот этого несчастного шарика, композиция, освещение, подача, взаимодействие с комьюнити ArtStation и так далее. Вот в этих моментах я могу подсказать и помочь, потому что презентация работы на ArtStation — это половина ее успеха, грубо говоря. Какой бы вы классный материал ни сделали, если вы его презентуете именно как работу в портфолио, и он выглядит неэффектно, его, скорее всего, просто не заметят. Поэтому это прям отдельная история о том, как собрать работу именно в портфолио, чтобы она выглядела эффектно и круто. Вот. У меня тут есть 2 скриншота про подачу и 2 скриншота про процесс. Я хочу отметить, что даже если мы выберем с вами разработку материала в портфолио, это все равно будет работа с материалом, поэтому мы будем с вами собирать клевые референсы, мы будем определяться в этих референсах, что у нас в них цепляет, что мы хотели бы в наш материал встроить, как бы мы хотели, чтобы наша итоговая текстура выглядела, чтобы она в себе содержала. И если касательно формата фидбэка, то я обычно делаю так. Если человек мне скидывает граф, например, если мы работаем в Substance дизайнере, мы можем работать в Painter, в миксере, где вам удобно, потому что текстур арт, он как бы не зависит от софта на самом деле. Просто в дизайнере удобно собирать тайловый материал. Так вот, в дизайнере есть такая штука, как комментирование графа, поэтому я беру граф студента и просто прохожусь с фидбэком по всему графу, комментирую, где можно было бы сделать лучше, где там какая-то ошибочка и так далее, так далее, так далее. В итоге вы получаете финальную... Вы получаете граф с комментариями от ментора. По-моему, очень круто и полезно. В свое время мне так помогали художники, материал-артисты, поэтому я решила у них эту традицию позаимствовать. Вот. А также обрисовки, обсуждения, то есть процесс артового фидбэка и технического фидбэка, он закреплен в итоге визуальной информацией. У вас будет либо скриншот, либо граф с комментариями от ментора. По-моему, очень удобно и круто. Я тут быстренько хотел влезть, пока ты паузу Ой. делаешь. Тут два момента, про которые я хотел бы сказать. Это первое, вот Ксюша говорила про подачу, это действительно как бы важная история. Иногда я вижу примеры, когда ей пренебрегают, и это прям обидно. Допустим, когда люди, например, тот же ArtStation взять, просто что-то постят, пишут название работы, и все, и не пишут ни description никакого, ничего. Или постят в LinkedIn работу, и просто ссылка, и больше ничего. Вот, и как бы понятно, что работа может заставить человека кликнуть по ней, вот, но если там определенные действия совершать, вы можете увеличить, не хочется говорить, там, не знаю, какая-то конверсия, там, или что-то в этом роде, или там зафрендиться, или лайки собрать, не в этом задача, а задача как раз вот в этих вот софтовых моментах, софт-скиллах я имею в виду, когда вы свою работу не закапываете в землю после того, или там в ящик не убираете после того, как вы ее закончили, а наоборот помогаете ей типа в свет выйти. Вот, это один важный момент. А второй — это когда вы действительно, когда вас хотят взять на работу и смотрят ваш ArtStation, и, допустим, вы сделали какой-то, пусть, не знаю, будет environment или, не знаю, какая-то там тачка, допустим, или что-то такое, вы, допустим, выкладываете одну картинку, там какой-нибудь финальный рендер, одну картинку выкладываете на ArtStation, и все, и больше ничего. Вот. И, во-первых, по ней очень сложно бывает понять вашу логику того, как вы работали над там, этой инвирой или машиной, или пушкой, там, или персонажем, неважно. Вот. Вы должны через визуальный язык сказать человеку, который вас нанимает, понятно, не HR, потому что HR не обязаны в этом разбираться, но, допустим, лиды или, там, не знаю, там, сеньоры или лиды направлений там, и так далее. Когда они будут смотреть вашу работу, они должны через вот этот ваш визуальный язык прочитать, что у вас в голове находится. И вот этот момент тоже очень важный. И, ну, хорошо, что мы это понимаем, и мы можем тоже этим поделиться. Вот. Да, поддерживаю. Очень классный комментарий, да. спасибо. Немножко артстейшеновского SMM.
Это важно. Ну, вроде того. Маленький офф-топ, но лично мне очень нравится, как вот я такой маленький материал-артист из Питера, короче, без претензий на величие, а мне в ответ на мой пост-блог о материале, который я делала, приходят крутаны, на которых я молюсь, и пишут типа: «О, спасибо большое за разбор, очень полезно». То есть вот этот communication еще между художниками на ArtStation, это тоже очень драйвовая штука, меня это прям сильно заряжает. И в целом классно, когда ну, это уже ладно, это следующий этап работы, но если еще и рассказывать, как вы сделали работу, это отличный способ стать заметным в комьюнити художников. Вот. У нас тут вопрос возник один Да-да-да. от моего любимого капучино. Я прочитаю его нормальным человеческим слогом. Вопрос заключается в том, что в случае, если наставник будет умышленно затягивать процесс с целью финансовой выгоды, каковы механизмы контроля за таким поведением? Это на самом деле интересный момент. Сейчас могу я ответить, как мне кажется, и Давай. Ксюша потом, если свое видение скажет. Почему, например, у меня, не знаю, даже никогда, честно говоря, не возникало такой мысли, когда я с ребятами занимался. Для меня важен финальный результат. Для меня важно, чтобы работа была закончена. Для меня важно, чтобы она сделана была круто, потому что эта работа — это как зеркало того, как работает, во-первых, как я работаю, грубо говоря, как ментор, и как работает в целом площадка. Поэтому для меня этот момент очень важен. Поэтому чем быстрее и лучше это будет закончено, тем для меня круче. Соглашусь. Я, честно говоря, даже не думала о том, что такие механизмы можно продумывать. Возможно, вы нам идею какую-то подкинули коварную. Да, бизнес-идея. Но я не знаю, я очень трепетно, во-первых, отношусь к времени людей, которые пришли ко мне. То есть я прекрасно понимаю, каково это найти время и силы на то, чтобы делать персональные работы. И мне хочется, чтобы ребята достигли цели своих и ушли довольные, классные. И потом меня посоветовали. Давайте так, если мы говорим про выгоду, да, мне как ментору выгодно, чтобы человек остался довольным с крутой работой, которую оценят другие там художники, его друзья или коллеги, и придут ко мне потом. То есть затягивать процесс, чтобы потом один человек рассказал всем другим, что я непрофессиональный ментор, и, в общем, заработаю я так, грубо говоря, один раз, и все. Я считаю, что очень многое в нашей индустрии работает на репутации, да, ну вот в формате ментора. И если тебя советуют, это намного выгоднее, чем если ты один раз затянул процесс, и к тебе больше не пришли. Вот. Я думаю, что самая главная мотивация и для менти — это получить готовую работу, зарядиться энергией и двигать дальше там свою жизнь, свою карьеру. То есть такой процесс созидания намного больше заряжает и по-человечески радует, чем какие-то подковерные игры. Лично меня. Тут и не Вот. поспоришь. Саша пишет, еще можно найти такого занятого ментора, который будет тебя, я не знаю, YouTube пропускает такие слова или нет, в общем, слать полгода, а потом будет пытаться побыстрее спихнуть, потому что ему некогда спать. На самом деле у меня есть идея в дальнейшем добавить рейтинг менторов, и это максимально честно будет. Вот. Мгм. Ну и опять же про репутацию, которую Ксюша говорила, тут как бы даже рейтинг особо не будет никак влиять, если индустрия маленькая, все всех знают, поэтому Мгм. тут не схитришь, грубо говоря. Все, можно идти дальше. Да, окей. Фух, такой перерывчик сделали. Короче, хочется как-то подытожить, что цель менторов — делать вам круто, потому что это круто для них будет. Вот. Так, двигаемся дальше. Мы с вами чуть-чуть обсудили, каково это, когда человек приходит с запросом на создание конкретного отдельного материала, будь то материал в продакшн или материал в портфолио. И то уместно и круто, и я с этим помогу. Вот, но также, поскольку я художник не только материал арта, но и environment арта, то есть я художник по окружению, у меня есть опыт работы с левел-артистами, с пропс-артистами, работы с движком, работы с настоящими играми, где все движется, играется и так далее. Вот, я также могу предложить вам такую штуку, как разработка библиотеки материалов, по сути. Что на самом деле делают материал-артисты в студии, вот, я могу вам рассказать, потому что, опять же, говоря о том, что на ArtStation эти шарики — это верхушка айсберга,
айсберг под водой — это создание библиотеки материалов, которые выглядят в одном стиле, которые отвечают техническим особенностям выбранному рендерингу, то есть PBR-значение, либо это какой-то стилизованный проект. То есть вы, как материал-артист, отвечаете не только за один конкретный материал, а за целый пак материалов, а я бы даже не побоялась сказать за там добрый десяток или сотни материалов. Сейчас на проекте, на котором я работаю, я сделала уже порядка 50 материалов за полгода где-то, и продолжаю их генерить, и они все должны быть в одном визуальном стиле, они все должны подходить друг к другу, потому что игры штука непредсказуемая в каком-то смысле, и в один день левел-артист использует твое дерево, чтобы сделать палеты где-нибудь на задворках дома, а в другой день он решит, что этот материал отлично подходит в дорогущее здание каким-то арт-объектом. И в том случае материал должен быть собой и подходить по стилю к другим материалам. Вот. Это такой более комплексная задача, которую как раз-таки можно отрепетировать, создавая небольшие сценки. Вот в данный момент я у себя на стримах создаю вот это вот здание прекрасное. Тут оно возле моего дома в Питере, поэтому я к нему хожу и прям фотографирую референс, чтобы никого не обманывать и делать материалы, как они есть. Вот. И мы с ребятами на стримах разбирали, как вообще подходить к созданию архитектурного сета материалов, как подходить к разбивке на тайлы, как искать тексель, что вообще такое тексель, зачем оно, как UV-шки делать. То есть я бы сказала, что это текстурный аспект environment арта. Вот. С этим я тоже могу помочь разобраться. Я на этом собаку съела. Мы на атомиках все пилили на тримах и на тайлах. Вот. Поэтому тут есть ряд технологий, которые нужно просто однажды познать, попрактиковать и идти с этим дальше уже по карьере, работать в играх и делать классные вещи. До тех пор, пока у нас не нашлись мегакомпьютеры, которые Unreal Engine запускают со всеми нанитами на полных мощностях, элемент оптимизации будет присутствовать в играх, и тримы, например, один из примеров оптимизации игровой, который классно знать, который даст вам сразу плюсик в резюме, что вы такое умеете делать. Потому что я до сих пор встречаю ребят, которые просто по карьере не сталкивались с такими задачами и искренне не знают, что с этим делать. А я могу вам рассказать. Вот. И если немножко подытожить работы с темами, то темы могут быть как отдельная текстура, так и текстура в портфолио, так и сет текстур, так и момент, когда мы уже сделали весь сет текстуры, заходим в движок. В движке я помогу настроить шейдера, я помогу разобраться в том, как работают blend-материалы, что такое Vertex Paint. То есть вот полная связка от задумки о том, что вы хотите сделать, до реализации в движке, в красивом рендере, чтобы оно все блестело и искрилось. Все это мы можем сделать вместе с вами. Нужно только желание, я считаю. Вот. У нас так прикольно идет по блокам, что под это все могут ложиться вопросы, если ты не против. Ты, если захочешь, Да, можешь... я за. Я могу просто прерваться на вопросики иногда. Давай, Да? давай. Вот Окей. сейчас самое время. Да. Окей, да, я как почувствовал просто. Вопрос такой. Миша, я тебя благодарю потом обязательно за твой вопрос. Так, вопрос, значит, насколько достаточно 5 часов менторства в месяц для новичка активно работающего? Как вообще на практике всего этого хватает? У меня есть тоже как бы мой ответ. Ксюша, может быть, видит по-разному, но это такая довольно гибкая история. Почему вообще образовались 5 часов изначально? Вот, в моем случае. Потому что когда я планировал, как это вообще все в целом должно работать еще давным-давно, понятно, час понятно. Там вы с какой-то легкой, короткой проблемой приходите, которую можно довольно быстро решить, для этого там может хватить часа. Но почему 5 образовалось? Потому что, условно говоря, так как я специализируюсь там на ассетах, пропсах там, или инвире, вот, это штука масштабируемая на самом деле. И любой из этих областей, я предполагаю, на самом деле и пушки, и тачки, скорее всего, тоже. Вот. Можно разделить на 5 этапов. Вот. Но они так обычно укладываются, да, там. Некоторые из них можно комбинировать, на самом деле, если там один вдруг какой-то появляется, это особо не влияет на результат.
Это обычно там Blackout, High-Poly, Low-Poly, Bake, да, и последний — это текстуринг. Вот, дальше уже опциональные всякие штуки идут, там подача своей работы, настройка там рендеров, там нужно кому-то, не нужно, техническая какая-то настройка, вот. Но основные этапы, через которые каждый художник проходит при создании там какого-то piece of art, куска искусства, вот, их можно уложить вот в эти 5 этапов. Понятно, что все персонально зависит от человека. Кому-то нужно там 20 часов для того, чтобы закончить. Кому-то достаточно пробежаться только вот по вот этим майлстоунам, грубо говоря, отфидбэчить, сказать, где какие сложности, там заранее его подготовить, что может быть, скинуть ему в процессе между майлстоунами какие-то дополнительные материалы. Вот. Или то есть, ну да, в чем отличие от курсов, потому что на курсе у вас укомплектовано все, вы вот пришли, получили, ушли. Здесь это ближе к рабочим процессам, потому что когда художник сидит на работе и у него возникает какая-то проблема, он с этой проблемой может прийти там к лиду, например, или обратиться, не знаю, к кому-то из художников. Понятно, что у них тоже куча своих задач, вот, и вам могут задать направление или там способ решения, если он довольно простой, вот, но вам задают обычно направление, и вы уже дальше разбираетесь самостоятельно, то есть навык выявления ошибки и способы нахождения решения этой ошибки — это тоже очень важный навык, вот, потому что если художник постоянно приходит только с проблемами, вот, и не пытается их самостоятельно решить или хотя бы предложить какой-то из методов решения, это значит, что не настроены правильно, скажем так, нейроны, да, для успешного решения задач, грубо говоря. Потому что мы, когда приходим на работу, мы решаем задачи определенные. Вот. И навык самостоятельно искать и находить какие-то мелочи, да, то есть, учитывая, в каком количестве на Ютубе в открытом доступе лежат всякие туторы, не знаю, там, как симулировать тряпочку в блендере, например, да, ну вот с таким вопросом приходить, например, к лиду, ну, это... Возникнут вопросы, скажем так. Вот. Поэтому такие штуки должны решаться самостоятельно. Вот здесь примерно то же самое. Мы пробегаемся вот за эти 5 часов по основным ключевым точкам, вот, а дальше уже, ну, как бы опционально вы можете взять либо дополнительные, там, 5 часов, если вы чувствуете, что вам реально это нужно, либо уже по часу приходить там через какое-то время, если вы хотите там допилить там пропс или локацию. Такое тоже часто бывает, что там в конце чего-то вот не хватило буквально. Вот, поэтому час и 5 часов — это такая рабочая схема на данный момент. Она может меняться в зависимости от ментора, от его подхода. То есть это не, короче, не правило никакое. Вот, оно может меняться. Ну да, я поддержу в целом вот то, что я вам сейчас рассказала, что темы могут быть совершенно разные. Понятно, что в контексте них будет меняться и наполнение 5 часов. Вот. Но мне кажется еще вот, что... Не знаю, такого ли же мнения Женя, но я по себе скажу, что 5 раз встретиться с ментором — это вот как раз заряда мотивации на это хватает. Типа дольше уже начинается спад, уже начинается какой-то следующий период, грубо говоря, новый месяц, и начинает немного сыпаться мотивация. Вот, мне кажется, круто идти небольшими чанками такими, фиксировать работу, получать результат и смотреть дальше на свои цели и что хочется с ними дальше сделать. Вот, наверное, мне больше добавить нечего по такому вопросу. Вот. Тогда можем дальше двинуться по плану. Супер, да. Я вам рассказала про темы, показала, что может быть, от обычной текстуры до сцены. И сейчас я хочу объяснить, для кого, в принципе, такой вариант подойдет. Во-первых, я хочу сказать про уровень человека. Мне кажется, что на менторство можно прийти на любом этапе развития вашего как специалиста, как профессионала. То есть, если вы новичок,
мы построим вам пайплайн, и вам не нужно будет тратить бесконечное количество времени на попытки понять, почему ютубер в туториале сделал так, а не иначе, почему из одной студии прилетают комментарии про такие текстили, из другой студии про другие, что вообще все это значит. Вот, мне кажется, для начинающих менторство это такой отличный способ получить концентрированно много полезной информации и двигаться уже в нужном направлении без вот этого, без попытки понять, что правда, что ложь в туториалах, грубо говоря. Вот. Если вы уже хороший специалист, и вы почувствовали, что вы достигли некого потолка, и вы не знаете просто, куда двигаться дальше, то есть желание развиваться есть, силы развиваться есть, а понимание, что нужно индустрии дальше, куда двигаться, что вообще можно предложить из себя, вот это тоже мы можем с вами разобрать и сделать работу, которая вас подвинет на следующий уровень. В целом, хочу сразу оговориться, что обучение такая штука, она тяжелая и сложная. Вот. И очень круто, когда на вашей стороне есть профессиональный чел, который говорит, все так и надо, ты молодец, и мы двигаемся по плану, который приведет тебя к цели. Если обучение дается вам супер легко, и вы левой пяткой его делаете по вечерам, ну, значит, это не обучение, значит, это навык, который вы умеете, и вы его прокачиваете по скорости, например, или по технологии. Вот. Я надеюсь, что мы с вами будем именно учиться, поэтому этот процесс будет не легкий, но я в лице меня вот поддержка и уверенность, что мы дойдем до цели до конца. Вот. Если говорить про специальности, то мне кажется, что texture art нужен всем, но я в особенности смогу помочь людям, которые занимаются environment артом и всем, что окружает вот концепцию environment арта, то есть окружение. Если вы пропс-артист, который хотите прокачать свои материалы и текстуры, мы можем с вами сделать в контексте менторства пропс. Я помогу с там high-poly, low-poly и так далее. Мы доведем пропс до texture-ready этапа и затекстурим его. Красиво, правильно, чтобы материалы были похожи на материалы, чтобы на ассете появились уникальные интересные штуки, которые рассказывают историю этого объекта. Мы поместим его в контекст, мы придумаем ему историю. То есть тут все полный цикл можно сделать. Вот. Если вы level артист, которому хотелось бы, чтобы он не зависел от чужих библиотек, от Megascans, я думаю, многим надоело использовать Megascans, хочется сделать свои клевые материалы, чтобы они были в одном стиле, чтобы они круто отображали вашу творческую натуру. Мы можем заняться разработкой сета материалов, выбрать стиль, да, придумать план, как это все вести, как контролировать собственный Art Vision, да, как определить критерии арт-стиля и как им соответствовать на пути. То есть эта работа уже такая больше не техническая, а-ля как сделать текстуру, а такая процессуальная, да, как создать эту библиотеку, чтобы она была цельной, чтобы она была крутой, чтобы она подходила в проект и чтобы она отвечала техническим параметрам. Вот. И в целом, я думаю, могу дать консультации художникам по персонажке или по оружке на тему визуала. Однако я хочу обратить внимание, что я не персонажный и не оружейный и не hard-surface артист, поэтому в этом плане я, наверное, смогу помочь меньше, только своим вот визуальным, визуальной оценкой, да, своим каким-то насмотренностью своей могу подсказать, но не более того, потому что, например, текстура кожи или волос — это отдельная тема, я когда-нибудь обязательно до нее дойду, но пока что она мне не попадалась в профессии, и, наверное, я не смогу дать профессиональный технический комментарий по такой работе. Так что вот, если подытожить, пропсовики, texture-артисты, level-артисты, environment-артисты — все, кто делают мир вокруг нас, приходите, будем делать вместе текстуры и классные материалы. Вот. И говоря про людей, про комьюнити, про типы художников, если можно так сказать, я хочу обратиться сейчас к новичкам и разобрать немного темы, с которыми я лично сталкивалась в процессе обучения джунов, например, когда я менторила на работе, и основных вопросов про texture art, которые возникают, например, у нас в комьюнити в Телеграме. Вот. Главные сложности начинающих художников. Во-первых, картинка справа.
выглядит очень пугающе для тех, кто еще ни разу не разбирался в Substance-дизайнере. Во-вторых, все технические детали типа текселя, типа UV-развертки, оверлапов и еще куча сложных слов тоже пугают новичков, потому что они не понимают, для чего все эти сложности вообще нужны, где они используются, почему они такие, а не другие и так далее. Вот. Третий пункт «блестит хорошо» — это про roughness. Есть такая шутка, я думаю, что если вы уже в индустрии, вы это знаете, если вы новичок, то это вы скоро поймете, но большинство новичков, которых я встречала, очень любят задрать roughness материал и сделать его супер блестящим, чтобы он прям лоснился, чтобы на рендере каждая пылинка отражалась, даже если это просто кирпич. Вот. Есть такой момент. PBR PBR такая вещь, которой нужно соответствовать. Это стандарт, который делает ваш материал реалистичным в любом из движков и в любом освещении. Поэтому очень важно на этапе начала разобраться, что такое PBR, и разобраться, что если блестит, это не всегда хорошо. Вот. И важный еще момент, тоже встречала такую штуку, что когда начинающие ребята создают текстуру в Substance дизайнере, они смотрят на нее во вьюпорте, и такие, да, круто получилось, у меня вот кирпичная стена, она крута. И не думают на следующий шаг. А следующий шаг — это текстура кирпичной стены залетает в движок и ложится на 4-метровую стену кирпича. И выясняется, что один чуть-чуть более розовенький кирпич, чем все, повторяется каждый метр. И это в продакшене это карается. Такие штуки нужно прятать, нужно как-то их закрывать объектами или блендом, поэтому лучше, чтобы таких вещей, в принципе, не было в тайлинге. Вот. Лично для меня до сих пор является сложностью то, что я хочу сделать вот текстуру, знаете, прям вот уникальной, чтобы там вот и потек вот здесь, и там точечка вот здесь, и все, чтобы круто и сочно выглядело на рендере. Но в итоге, когда это залетает в игровой движок, все эти потеки мои выдают тот факт, что текстура тайловая. Поэтому здесь нужно разделить и кайфушечки и деталюшечки делать для портфолио и рендера. Такие вещи ценятся у нас в комьюнити художников по материалам. То есть, если какая-то деталюха классная есть на шарике, да, рендер-шарике, это круто, но в продакшене стоит от этого уходить, и стоит помнить, что материалы, они создают массу, они создают ощущение погружения в контекст. И если материал будет уникальнее и круче, чем персонаж, который бегает по нему, это будет выбрасывать из погружения, это будет отвлекать. Поэтому важно помнить, что если вы работаете материал-артистом в продакшене, нужно понимать, что это часть большой картины, а не сама цель. Вот. Наверное, так. Про боязнь нод, мне кажется, мне стоит вообще сделать отдельный психологический курс о том, как перестать бояться дизайнера и нод. Это не страшно, это приятно, если в этом разобраться. И вот один из моих таких, знаете, одна из целей, я бы даже сказала, один из, прям вот глобальных целей на то, чтобы учить людей, я хочу рассказать то, как стоит думать о текстурах, создавая их, а не вкапываться в технические детали дизайнера и почему одна нода чуть-чуть лучше другой. И понятное дело, что все это по-хорошему нужно знать, но это второстепенно. Этому тоже можно научиться. Но в первую очередь нужно понимать, зачем вам этот инструмент. И вообще понимать, что это инструмент, а не сама цель. Вот. Многие туториалы, которые я встречала на ютубах условных, они рассказывают о том, как одну ноду добавить к другой, и как из этого получится кирпичная стена. А я хочу рассказать, что когда мы планируем кирпичную стену, нужно понять, где она вообще нужна. Какая у нее история? Может быть, она в подвале находится, и там вообще плесень и влажность. Или эта кирпичная стена в поле стоит, это разрушенный какой-то храм, и тогда она заветренная, засушенная. И от этого исходить, а не из того, какие ноды у вас есть в загашнике. Вот. Это было про сложности и про вызовы, которые хочется решить вместе с вами, помочь вам их решить. А у нас вот как раз накидали вопросов. Супер. Погнали. Есть такой вопрос, он тоже довольно, мне кажется, персональный, от ментора к ментору будет варьироваться, скорее всего, но по своему опыту смогу на него ответить. Сколько человек одновременно позволяет вам менторить расписание и образ жизни, ну и просто количество часовых созвонов в месяц?
По своему опыту я могу сказать, что для меня комфортно с моей степенью загрузки. Естественно, тоже может меняться, но такой средней степенью загрузки на работе это примерно 3 созвона в 3-4 в неделю. Вот, потому что больше это прям тяжело уже. Вот, то есть там 3 на неделе и 1 там на выходных может быть. Вот, но 3 прям комфортно будет. Вот. Ксюша, может быть, как-то по-другому будет, я не знаю. Я поддержу на самом деле, потому что важно понимать, что за созвоном у ментора происходит работа над вашим материалом. То есть я не встречала ситуации, в которой могу вот так сходу за час рассказать, оценить работу и рассказать все по ней. Само собой, это процесс подготовки, поиска, например, дополнительных материалов для вас, обрисовки, например, если это комментарии в графе, например, если говорить про материал арт, то это, конечно, время и за одним часом созвона с ментором стоит несколько часов подготовки к этому созвону лично у меня, поэтому это как дополнительная работа прям, и вряд ли больше 3 в неделю получится действительно взять. Понятное дело, что зависит от, формата вообще взаимодействия, но вот в идеале так. Думаю, что да. Так, есть еще один вопрос. Может, уже отвечали, только подключился. Менторство, судя по сайту, только в течение месяца, или это можно растянуть, учитывая занятость, сложно за месяц успеть пропс какой-то сделать, видимо. Почему вообще, в принципе, срок ограничен? Ксюша уже про это говорила, да, потому что если не ставить, пусть даже виртуальных дедлайнов, очень человек такое существо ленивое, что оно любые причины там на уровне физического недомогания выдуманного организм сам придумает, вот, и главное, чтобы не напрягаться, потому что обучение это для мозга это всегда боль, это всегда дискомфорт. Вот, поэтому есть условное обозначение в месяц, лучше стараться его придерживаться, но всегда зависит от того, с чем приходит художник. То есть вот срок в месяц для пропса, он может быть окей. Если это какой-то прям hero пропс очень сложный, но там окей, можно на 2 месяца растянуть. Вот, но и инвира это тоже касается. Понятно, что инвиру в месяц ты прям очень сложно засунуть. Я, кстати, не помню на ArtStation челленджах, как это обычно бывает. Они, по-моему, то ли месяц, то ли 2 дают. Вот я не помню. По-моему, там 2 месяца. Вот, даже. вот, 2. Вот, и как раз 2 месяца это тот срок, за который можно environment какой-то успеть сделать. Но опять же, частая проблема ну да, потом это становится проблемой, в общем, особенность у новичков, когда они говорят, например, я хочу сделать инвиру, или там какой-то пропс, или, неважно, тачку, пушку, там, концепт какой-то нарисовать, хотя с концептами, наверное, немножко по-другому, есть всегда максимализм вот этот вот. То есть, если инвира, то значит там просто до горизонта все должно быть видно. Вот. Если пропс, он должен быть просто гигантский. Там вот такой маленький человечек должен быть. Кстати, в концептах такая же фишка есть тоже. Чем больше объект рядом пропорционально человеку, тем эпичнее и круче выглядит. Вот, поэтому я, например, всегда говорю, если там человек только-только, вот мы с ним начинаем общаться, еще до старта официального, я всегда говорю, то есть вижу, с какой работой человек приходит, я говорю, ты умрешь просто на этой работе. Если ты начнешь ее делать, я говорю, ты ее до конца, скорее всего, не доведешь. То есть я пытаюсь там мотивацию выяснить вначале, готов ли человек, в принципе, к этому двигаться. Чаще всего нет, потому что я сам параллельно стримлю, делаю локации, это я понимаю, сколько это сил реально, особенно если ты еще работаешь параллельно. Или учишься, там, неважно. Как правило, люди либо одно, либо другое делают. Вот, поэтому 2 месяца — это тот срок, вот, оптимальный, скажем так. Вот. Я тогда добавлю про материалы. Материалы могут показаться более быстрой задачей, нежели пропсы и инвира, потому что как будто бы они делаются в 2D, да, как будто они неприменимы там в условной сцене, если делать независимую текстуру. Однако я хочу вот так сказать, очень важно для материал-артиста заканчивать работы и делать новые. Поэтому в идеале определить себе время не больше месяца, я бы давала обычно недели 3 на то, чтобы сделать материал от начала и до конца, оставить его и пойти делать следующий материал. Дизайнер такая клевая штука, всегда можно вернуться, добавить ноты, получится круче. Но если у вас материал застрял на этапе создания хайтмапы, это не готовый материал. Его
не показать, не рассказать про него, это незаконченная работа. Намного круче, если художник за время наших сессий сможет сделать законченный материал, начиная от хайт-мапы и заканчивая там рендером, грубо говоря, и потом уже в свободное время, а может быть даже с дополнительной сессией со мной, докрутить этот материал. Потому что если у вас весь процесс выстроен, если вы понимаете каждый шаг, у вас уже есть возможность, у вас есть понимание, как каждый шаг улучшить. Вот. А если у вас материал застрял в начале, потом вы там отвлеклись, уехали в отпуск, а на работе завал и так далее, очень сложно к нему вернуться. Еще вот особенность дизайнера, я о нем говорю прям как о живом существе, но у нас с ним просто такие отношения длительные и сложные в хорошем смысле. Если вы забросили граф на месяц и не оставили в нем комментариев, без шансов, что вы в нем снова разберетесь с непривычки. Если вы материал-артист уже в продакшене, понятно, разобраться в графе на самом деле несложно. Я могу рассказать как. Но, грубо говоря, когда вы смотрите вот на такую лапшу, как у меня на стриме, спустя месяц, вы там уже и забыли, что вы придумали, что вы хотели сделать, и вообще боязно к такому подходить, и не очень хочется, и хочется забросить, и пойти делать следующий материал. Поэтому я хочу, чтобы в момент, когда вам захотелось забросить и пойти следующий материал, у вас был законченный уже материал с настроенной сценой, с классным рафнесом, с хорошим бейскалором, чтобы это все выглядело клево. Если говорить про вот вариант, который мы обсуждали, что мы делаем библиотеку материалов, в нем тоже есть свои этапы. Как раз сейчас на стриме я прохожу похожий процесс, поэтому прям рекомендую посмотреть с первого стрима и до нынешнего. Мы там работаем с текстурами, как, по сути, с моделями. То есть у библиотеки материалов есть этап блокаута, когда мы только намечаем цвет, основной рафнес и фактуры. Есть этап проработки, когда мы делаем подробную хайт-мапу, когда мы занимаемся углубленной детализацией. И очень важно в разработке библиотеки материалов следить за тем, чтобы уровень детализации соответствовал материалах, чтобы цветовая гамма подходила друг к другу, если вы делаете какой-то стилизованный проект особенно. То есть и там есть небольшие этапы, в результате которых у нас будет результат, вот так скажу, в результате которых у нас будет законченная арт-работа, что дает классный дофамин, опять же, мозгу, типа, ура, я достиг цели, я завершил этап, и я могу двигаться дальше или начать что-то новое. Вот, поэтому согласна про то, чтобы иметь дедлайн в уме. По материалам, я бы сказала, не дольше месяца нужно сидеть над материалом одним. И если это библиотека, ну 2, наверное, да. Вот это вот скоро узнаем у меня на стримах. Вот. Есть еще вопросики там? И так, сейчас вопрос, что-то пишут. У тебя по плану там что-то еще будет дальше? У меня прям совсем чуть-чуть такое напутственное. Ага, окей, тогда... Так, во всех вакансиях требования по PBR. Как полюбить дизайнер. Когда ты приходишь на Могу работу... рассказать. Да, когда приходишь на работу, тебе говорят делать, ты берешь и делаешь. Можно более нежно. Ну да. Говори как. Короче, очень важно в дизайнере это постоянство. Если вы решаете интегрировать дизайнер в свой пайплайн, в свою работу, то к нему стоит возвращаться из раза в раз, хотя бы каждый месяц, сидеть и двигать в нем ноды и узнавать его поближе. Потому что есть такая особенность у этого софта, что он менее визуальный, нежели 3D-моделирование, например. То есть, когда ты возвращаешься к модельке, ты ее видишь со всех сторон, ты можешь вспомнить, что ты с ней делал, ты можешь взяться, и руки вспомнят ходки, и все понесется вперед. Если же говорить про дизайнер, то это образ мышления на самом деле. И понятно, что когда вы учитесь другому языку, если вы его не практикуете, он забывается и выветривается. Есть очень много у меня коллег, которые так или иначе узнали дизайнер, прошли курс, классные материалы сделали и оставили его. И в моменты, когда им, например, нужно в работе сделать материал, они его делают вручную в Painter, потому что им это привычнее. Таким образом, дизайнер забывается, однако его фишечки и вообще кайф дизайнера как программы в том, что он супер подходит для продакшена, потому что в продакшене много итераций, в продакшене много этапов, фидбэков,
back and forth процессов, то есть когда мы возвращаемся обратно, что-то чуть-чуть переделываем, идем дальше. И дизайнер в этом плане идеален, потому что структура бесшовная абсолютно, и вы можете вернуться в самое начало своей кирпичной стены и добавить в ней ряд плитки. И ничего это не сломает вам процесс. То есть с точки зрения продакшена очень удобная программа. Вот. Поэтому как полюбить дизайнер, наверное, научиться говорить на его языке. Как только вы это сделаете, как только вы этого захотите, вы это сделаете, это уже станет неотменной частью вашего продакшена. У меня доходит до того, что я теперь... по-моему, я как-то раз резюме собирала в дизайнере, потому что мне там нужно было что-то подредактировать, мне было лень фотошоп лезть, потому что дизайнер намного приятнее. Вот. Такие уже безумства. Я вспомнил тоже, у нас были, когда я раньше работал в постпродакшене, в каком-нибудь нюке нодовом, там многие, если кто, может, знает эту софтину, люди тоже, вместо того, чтобы заходить в Photoshop, они говорят, да нет, сейчас я по-быстрому тут из нот соберу, по-быстренькому такой, и сидит уже такой минут 20, наверное, собирает простые вещи какие-то. Вот есть такая профдеформация. Я вот что хотел тебя попросить, если резюмировать вопрос, с чем к тебе могут приходить люди, вот буквально там в одном-двух предложениях. Да. Ко мне можно приходить с запросом сделать текстуру в продакшн. Ко мне можно приходить с запросом сделать текстуру, красивую, материал в портфолио. Ко мне можно приходить, если вы хотите сами делать материалы в свои сцены. И ко мне можно приходить в том числе с объектами, которые вы делаете для того, чтобы их потом затекстурить. То есть важно заметить, кстати, я об этом ни разу не сказала, и это ведь супер важно. Художники опытные придумывают, как они будут текстурить ассет еще на этапе создания лоу-поли и хай-поли. Потому что развертка напрямую влияет на то, каким образом вы будете текстурить свой ассет. Поэтому очень круто, если бы я как ментор могла вам подсказать это на первых этапах создания модели. Поэтому ко мне можно приходить с пропсами и с Эльвирой. Вот. Однако важно помнить, что основная цель и основной мой профиль — это материал арт, поэтому все наши действия будут стремиться к тому, чтобы сделать сочные текстуры. Вот. Это Надеюсь, ответила. половина работы. Да, спасибо. Тут еще такой есть Да. вопрос. Мгм. Какую работу достаточно сделать, чтобы попасть в геймдев? Хочешь ответить? Блин. Попробуй ответить как человек, который вот нашел портфолио с одной работой и такой, да, этот человек готов в геймдев. С точки зрения текстуринга могу ответить. Если вы сделали чистый, красивый PBR, если в контексте реализма, если вы пошли дальше генераторов и сделали ручную доработку, например, если это пропс, если вы хорошо презентовали и описали свою работу, я бы пригласила вас в геймдев. Вот так. Простой ответ. А я вспомнил один кейс, когда мы взяли человека по одной работе в портфолио на ArtStation. Вот. Мы его взяли как джуна, но он прям прикольный очень был. То есть мы с ним поговорили, пособеседовались с ним. Вот. Он, кстати, пришел из Дискорда. Мы там познакомились, я увидел его работу. Вот. А потом он каким-то образом, по-моему, попал к нам в списки. Вот. И мы с ним пообщались. В общем, работа была, по-моему, если не ошибаюсь, это было деревянное кресло инвалидное или что-то такое, по-моему, если я не путаю. Причем я так и не смог найти, было ли оно сделано по тутору по какому-то или что-то такое. Вот. По-моему, это было из головы сделано, там были очень хорошие подобраны референсы, работа была хорошо оформлена, она была очень хорошо освещена, и что самое главное, там очень и очень крутые текстуры были. Вот. И мы когда посмотрели, там действительно очень художественный, классный, высокий, довольно высокий уровень был. Вот. И вот так человека по одной работе взяли в геймдев. Опять же, зависит от того, куда вы собираетесь, какой геймдев. Часто иногда человека могут найти под проект, например, а потом он уже внутри этого проекта развивается и дальше уже как снежный ком уже дальше нарабатывает экспертизу и двигается дальше.
геймдеве и так далее. Так, тут еще есть вопрос. Существует мнение, что новичку нужно достигнуть определенно хороший уровень в 3D и искать вакансии, где не указаны сеньор, так как джуниор вакансия — это огромная редкость на сегодняшний день. Ну, про сегодняшний день я могу сказать, что в целом сейчас геймдев, как и IT, и вообще экономику, и вообще мир в целом, все штормит. Вот, да, и возвращаясь к вакансиям, действительно сейчас довольно много специалистов, ну, не конкретно сейчас уже у меня есть ощущение, что эта волна на спад пошла. Много специалистов были на рынке, и причем такого уровня middle senior. Вот, конечно же, в первую очередь забирают их студии, вот, а джунам как бы всегда сложно было, тут как бы в любые времена. Вот, если вдруг внезапно чего-то такого не происходит, но я такого, не знаю, пандемия, наверное, это прям исключение было, когда геймдев очень-очень сильно вырос непропорционально потребностям, вот, ну, по сути, так пузырь был, потом он лопнул, вот, и мы немножко сейчас это ощущаем, вот, но у меня есть ощущение, что к концу где-то года это все выровняется, вот, потому что уже выравнивается, я прям по процессам, происходящим по миру в целом замечаю это. Вот. Что-то хочешь добавить, может, Ксюша? Нет, на самом Нет? деле. Так, тогда сейчас. Может, приду с диорамкой какой. Диорама, кстати, если про Nvidia говорить, довольно прикольная тема. Она не так много времени у вас занимает, и вы можете в нее напихать кучу всяких деталюшек. И, по крайней мере, я советую. Частенько бывает, что я советую Можно диорамы сделать. сконцентрироваться, да, Мгм. на определенной задаче. Да. По сути, ведь Инвира, ну, крупная сцена, это размноженное количественно, ваши скиллы размноженные. Поэтому, да, диорама хороший способ показать их в миниатюре. А долго Ксения училась дизайнеру, чтобы она спокойно с ним начала работать? Сколько времени ушло, чтобы запомнить разные виды материалов? Насколько я знаю, они по-разному все делаются. Могу чуть-чуть рассказать, но это больше мой личный... Это мое личное становление, потому что у меня не было ни ментора, ни преподавателя, я училась сама дизайнеру, вот, поэтому я извлекла из этого уроки, и теперь буду рассказывать, как сделать это лучше. Но мой процесс был такой. Однажды утром я проснулась и поняла, что материалы — это все мое, я это обожаю, я хочу это делать, но у меня есть full-time работа, и еще фриланс, и еще домашние обязанности, а мне бы надо дизайнер выучить. Я себе поставила цель, я каждое утро перед работой на час садилась в дизайнер. И условие было такое: просто открыть программу и сесть в него. У меня была цель сделать материал, но в остальном я ничего больше не знала. Поэтому я садилась, и были дни, когда я целый час фигачила, вот что я понимаю по туториалам, повторяла вот точка в точку, либо что-то свое придумывала. Были дни, когда я целый час сидела, разбиралась с одной нодой, типа, а что это за параметр, на что он влияет, а если вот так сделать, а если вот так. То есть я экспериментировала. Именно процесс эксперимента внутри дизайнера меня к нему привлек. Потому что если воспринимать это как утилитарную тулзу, в которой нужно сделать конкретный материал конкретным образом, это дико скучно. Как и любой, наверное, процесс, который не требует от вас творческой инициативы. Вот. Дизайнер требует творческой инициативы, и насчет того, сколько времени ушло, я точно не могу сказать, но я скажу так. В моменты, когда я забрасывала подобную практику, как час в день, я забывала все. И возвращаясь через полгода к дизайнеру, я осознавала, что я ничего не помню. По-настоящему полюбить и разобраться в дизайнере я смогла, когда начала заниматься этим профессионально, то есть в продакшн. Когда мне каждый день нужно было открывать дизайнер на 8 часов и сидеть в нем и создавать в нем разные материалы. Вот, поэтому практика, практика и практика. Чем чаще вы этим занимаетесь, тем быстрее идет процесс привыкания, тем легче вам покорить этот инструмент. Вот. А что касается разных материалов, дизайнер такая штука. Знаете, я когда создаю материал, я как будто решаю задачку. Я вот смотрю на материал и думаю, а из чего он состоит, из каких он примитивов состоит. Например, если взять, не знаю, да те же кирпичи, мы сегодня весь день их приводим в пример. Если взять кирпичи, то в простоте своей это прямоугольники. Но важно понимать, что кирпичи
являются кирпичной стеной не только потому, что есть прямоугольные плиточки, которые являются кирпичами, но и благодаря замазке, которая вылезает из кирпичей и дает нам понимание, что это не просто рандомный какой-то керамический или там плиточный объект, а это еще и цельная масса. И вот таким образом я смотрю на материал, разбиваю его на микродетали, и сделать примитив в дизайнере очень просто. Сложить один примитив с другим тоже очень просто, а все остальное ваша фантазия. Вот. Понятное дело, что если материал прям сложный и непонятный, я иду на ArtStation, короче, смотрю, как другие его сделали. Я иду на Мегаскан, скачаю прям фотоскан и разбираю, из чего он состоит. Разглядываю прям в микродеталях. Но, наверное, вот об этом всем я как раз и на менторстве могу рассказать. Про то, как анализировать материал, как сделать материал, референс, например, понятным руководством к действию. Вот. Ответила на вопрос? Ну, нам напишут, если вдруг нет. Я тут вспомнил два момента взаимосвязанных. Как, во-первых, как быть интровертом в геймдеве и как вообще заставить себя выйти из зоны комфорта. И плюс Ксюша говорила, как вообще, в принципе, заставить себя что-то делать, да, по поводу дизайнера и постоянно к нему возвращаться. Да, если вы не практикуетесь, это как типа с языком то же самое, с иностранным, с любым. Если вы не практикуетесь, вы утеряете навык через время. Вот. Я обычно советую стримить, потому что стримы — это реально очень классная штука, которая, с одной стороны, мотивирует вас что-то делать, с другой стороны, когда вы запускаете стрим, вы можете прокачивать свои... Вы выходите из зоны комфорта. Во-первых, стрим — это всегда... Вот мы даже с Ксюшей сегодня, когда начинали, тест запускали перед вот этим стримом, мы такие, что-то как-то нервничаем, сидим. Потому что из зоны комфорта выходишь постоянно. Буквально сразу она проходит, потому что есть как бы наработка и привычка. Вот, это очень полезная штука. Плюс, когда вы начинаете стримить, вы рано или поздно, если вы усердно, неважно, что вы делаете, там как бы вода камень точит, со временем вокруг вас будут собираться люди, которые, не знаю, будут параллельно работать с вами, вас смотреть, будут вас что-то печатать, будут с вами переписываться, будет происходить вот это общение и взаимообмен какими-то знаниями, что-то вы кому-то рассказываете, что-то вам рассказывают. Вот, это очень полезная штука, с какой стороны не посмотри, это прям круто и советую. Вот, к нам пришел Костя и выражает нам свое почтение. Спасибо, Костя, что пришел. Спасибо, привет. Так, ну, в целом, я думаю, можно к финализации, наверное, да, перейти, которую ты наконец оставила. Да, я хочу, на самом деле, есть такой момент, хочется дать напутствие людям, которые сомневаются, которые думают вообще, нужно ли мне это менторство, что вообще, каким я должен быть, чтобы прийти к ментору и получить результат. Вот, я написала волнительную, милую записочку вам. Смотрите, для того, чтобы прийти к ментору, нужно только решительность иметь. Если вы хотите, если вы чувствуете, что вы не готовы пока, и вы не знаете, как подготовиться, понятное дело, что банальный совет — это там смотреть туторы, искать свой стиль, вот это вот все звучит сложно и непонятно и абстрактно. Поэтому я дам вам еще большую абстракцию. Для того, чтобы... Вообще, для чего мы все это делаем? Для чего мы ходим к менторам? Для чего мы смотрим туториалы? Для чего мы качаемся в профессии? Могу за себя сказать, но думаю, что за многих скажу, что это для того, чтобы быть свободными в выражении самого себя. Для того, чтобы у нас были инструменты и способ выразить себя именно так, как мы хотим. Вот у меня часто такое бывает, что я придумала локацию, и я хочу сделать ее вживую. И именно подобное желание меня толкнуло вообще прийти в индустрию, научиться моделить, научиться текстурить. Я хочу, чтобы мысли в моей голове ожили и стали настоящими. Как ментор я могу вам с этим помочь. И для того, чтобы к этому подготовиться, стоит заниматься насмотренностью. Насмотренность — это что? Это мы ходим вокруг и смотрим на текстуру. Это мы смотрим, как течет вода,
как образуется ржавчина, как плесневеет хлеб, что угодно. Мы смотрим, как мир живет, как это в его текстурном виде выглядит. Мы смотрим на работы других художников, мы общаемся с другими художниками. Весь этот опыт, насмотренность, она вам очень сильный буст дает в том, чтобы раскрепоститься потом как художник в своем творчестве. Любопытство. Похожая тема, она толкает нас на то, чтобы узнать что-то новое, на то, чтобы стать чуточку смелее, на то, чтобы не застревать там, где вам не нравится быть. Любопытство вообще двигатель прогресса, я считаю. И бесстрашие. На тему бесстрашия. Я думаю, что для менторства важно перешагнуть страх быть оцененным, страх не справиться с задачей, страх, что не получится с первого раза. Все эти страхи останавливают нас там, где мы есть сейчас. И если эти страхи побороть, мы будем двигаться дальше. Движение, жизнь, движение всегда дает нам что-то еще, какой-то следующий этап, какое-то следующее осознание. И, собственно, вот эти 3 пункта, я думаю, если ими просто заниматься на ежедневной основе, никаких туториалов по дизайнеру, там, никаких сложных вещей, просто вот этим заниматься, это уже делает вас более творческим, более открытым человеком. Вот. А я могу эту штуку раскрыть и создать чуть более безопасное и нежное пространство для творчества, чтобы потом вы сами могли все это делать. Вот так. Название для курса «Как побороть страх в собственность-дизайнер». Страх и ненависть в собственность-дизайнер. О да, о да. Так, ребят, сейчас очень важный момент. Поставьте все, пожалуйста, лайки. О да, это Пожалуйста, не уходите без этого. И приходите в комьюнити мое и задавайте вопросы. Да, смотрите, я вам скидывал и в чате скидывал ссылку на профиль Ксюши, где собраны все ссылки на ее соцсети. Кстати, надо будет Twitch твой еще добавить. Да, скинь мне потом ссылочку. Вот. И ссылки под видео есть. Там есть и Ксюшин ArtStation, и сообщество Discord наше, и, собственно, сама площадка. Вот. В принципе, на этом мы планировали вообще закончить за час, но как водится, мы на полчаса ушли вперед, как я обещал прям. Ты прям точно спланировал задержку. Да. Планирование — это как риски, когда ты оцениваешь задачу, ты всегда вкладываешь риски. Вот я точно оценил риски. У нас без 3 минут дедлайн. Вот. Сейчас последний вопрос прочитаю. При создании материалов в дизайнере есть ли какие-то паттерны, которые постоянно повторяются, и в дальнейшем это упрощает создание материалов, чтобы была какая-то основа, и на нее лепить что-то новое уже? Это прям моя любимая вообще история. Точнее, особенность архитектуры дизайнера. Прям я за это очень люблю, что можно кусок взять, класснуть и продолжить с ним дальше работать. Да, Ксюша. Да, знаете, это точно так. Я даже больше скажу. Работая постепенно с разными типами материалов, вы создаете себе базу базовых материалов. То есть, например, стекло сделали, у вас есть граф, как вы делали стекло. Вы делаете грязьку, землю какую-то, у вас есть база для земельки. Вы делаете какую-нибудь плитку, у вас есть база для плитки. И дальше, когда у вас задача сделать еще одну плитку, вы не начинаете ее с нуля. Точнее так, вы можете ее начать с нуля, но в целом у вас уже есть предыдущий материал, с которого можно вытащить кусок графа, который можно вообще сделать гибким и заэкспозить его параметры, и таким образом вообще в плитку подгружать любые цвета и любые паттерны. Вот. Сейчас, наверное, не очень понятно сказала, но, короче, дизайнер позволяет переиспользовать наработки, которые мы сделали, улучшать их, не ломая предыдущие результаты, и наращивать богатство. Я вот ощущаю себя прям богатым человеком в том плане, что у меня уже такая пачка сделанных материалов, что если мне прилетит новая задача, скорее всего, я этот материал уже делала, и я смогу сделать его новую крутую версию на основе своего предыдущего графа. Вот. Поэтому, да, в этом плане дизайнер просто пушка, особенно если вы environment artist, который делает разные сцены. Материалов в жизни не так уж и много, как бы так ни оказалось. Я вот пока по ArtStation иногда летаю, ищу идеи, какой материал сделать следующим. Честно говоря, вряд ли
у художников мало фантазии, скорее всего, просто в мире не так много материалов, поэтому есть шанс сделать их все, собрать их все, как покемоны, и потом просто улучшать и делать круче и интереснее. Про покемонов это забавно. Давайте на этой покемонской ноте тогда закончим. Лайков все-таки мало поставите. Еще накидайте, пожалуйста. Все, идеальный тайминг. У нас 1 минута осталась. Я хочу всех поблагодарить, что пришли. Отдельно, Ксюш, спасибо. Слушать одно удовольствие тебе. Найду когда-нибудь, обязательно буду выкраивать время, чтобы посмотреть хотя бы в записи твои стримы. Я в итоге добрался-таки до того самого, где ты рассказывала про про нейронки, которые обучены на материалах. Я посмотрел, попробовал, новые нашел для себя. Там один или 2 сервиса, по-моему, новые были. Вот, тоже попробовал, потестил. Вот, в общем, советую. Всем спасибо. Ссылочки я сказал, где все искать. До новых встреч. Все, всем Всем пока и спасибо. спасибо, что пришли. Пока-пока.